Энтузиасты, приветствую вас на канале. Максимально позитивный день в хату. Просто максимально позитивный день в хату. Иначе быть не может быть. Просто самый максимальный позитив должен быть у вас. Никакого негатива. У нас сегодня самый максимальный солнечный день. Самый максимально крепкий кофе. Самый максимально позитивный день. Самый острый перец. Вот так должно быть. Итак, ну что у нас? Биточек 1,2%, эфириум минус 4,3%. Ну это такое. Это все у нас локальные коррекции, и без них быть не может быть никак. Я думаю, что у нас будет все равно самый максимальный, ну, может быть, не самый максимальный бычий рынок, но все равно должен состояться все-таки этот же гребаный бычий рынок. Итак, ну что мы здесь видим? Продолжение у нас идет. Нету у нас желтой зоны. Конечно же, нас всех отымели конкретно. И имеют дальше, продолжают иметь. Ну, здесь нету желтой вот такой вот. Даже если мы посмотрим, у нас здесь окраска такая вот идет. Ну, даже не ярко-оранжевая, еще темно-оранжевая. Ну, где-то примерно как будто бы мы вот здесь вот находимся в бычьей ловушке. Ноябрь-декабрь 2020-2021 год. Цикл, наверное, конкретно растягивается. И это видно даже по доминации биткоина. Это видно даже по доминации биткоина, потому как мы уже должны были бы хотя бы как-то бы там снижаться. Но мы не снижаемся. Опять же у нас доминация битка топчется в диапазоне еще одной верхней полки. Снижения нет, но есть касание трендовой линии. Нормально. По RSI перегретость у нас была, смотрим, буквально февраль, и вот апрель. 7 апреля опять же перегретость. Давайте на недельке посмотрим, что у нас здесь по поводу перегретости. Здесь была перегретость буквально октябрь 23 года. Ну и вот есть перегретость 28 октября. Сейчас здесь у нас перегретости нет. Итак, ну в принципе что? То, что у нас цикл уже не такой, как все, это видно на лицо, потому как доминация битка не падает. Давайте на дневку включим. Это у нас картина 2021 года, а тут вот вверху картина 2017 года. То уже где-то примерно конец февраля, начало марта мы должны были падать по доминации битка. В этом цикле у нас иное. Ну, может быть такое, что цикл растягивается и падение будет где-то 6 мая. Если 6 мая мы не увидим падение, то все, цикличность здесь полностью сломлена, можно так сказать. Ожидаем. Доминация, конечно, растет, не очень хорошо для альткоинов, но вот такое. Что у нас по индексам? DXY. Криптоэнтузиасты, вообще просто шикарно. Медвежий флаг на 30 минутке отрабатывает. Просто шикарно отрабатывает на 30 минутке медвежий флаг. Вот у нас падение 3 апреля. Как раз когда у нас там Трамп начинает шатать рынок. Он шатал этот рынок, труба шатал, подъезд сдавал. Вот так вот. Здесь медвежий флаг отрабатывает. Это у нас медвежий флаг. Дальше, если мы посмотрим на часе. Шикарно идем, просто шикарно. Падаем еще вниз, 99%. То, что мы, конечно же, уже сходили на 90, вернее не 99%, а 99 пунктов, то, что мы уже сходили на 99 пунктов, это просто шикарно. Осталось дождаться реакции на рынках. Мы прекрасно знаем то, что у нас на рынках реакция происходит спустя какой-то период времени, не быстро это все сделать происходит. На часе мы вывалились, просто вывалились с канала. Также на часе RSI показываем то, что мы просто летим в тартарары. В ад, можно так сказать, на 4-часовике. Давайте посмотрим, что у нас на 4-часовике. Здесь у нас была такая вот на RSI зона. Дальше опять красная зона. Вот она, 3 апреля. Чуть восстановились и полетели еще ниже. Полетели просто еще ниже. Смотрите, мы пробили поддержку. Мы пробили эту гребаную поддержку, которая была у нас буквально в августе по октябрь 2024 года. Мы сюда пришли
спустя медвежку, спустя начало бычки, и мы эту поддержку просто пробили как ножом масло. Все. Я думаю, что действия Трампа как раз идут в положительную сторону для крипторынка. Да, конечно же, коррекция сильная, но крупные дяди... Так, нужно максимально кофе выпить. Но крупные дяди просто так с крупным капиталом не закупаются на хаях. Им нужно сделать встряски, им нужно сделать качели. Почему они опускают S&P 500, допустим? Потому как они донышко это откупают, и потом... Вот сделаем пример на Dow Jones. Почему они опускают рынки? Они всегда откупают вот эти вот донышки. Они откупают донышки и максимально потом в профите. Это умный капитал, умные дяди, они знают, что они делают. Вот у нас, допустим, 2020 год. Они ж не покупают где-то вот здесь вот на хаях, да? Не дай бог он сейчас здесь купит и пойдет это все дело на коррекцию на 20%, а он завел сюда 1 миллион долларов. Это какой там миллион долларов? Это миллион долларов, там миллиарды долларов он завел, притом в фонду. И у него будет просадка, ну допустим возьмем 1 миллион долларов он заводит, и у него просадка 20%. 200 тысяч долларов. Это ему не нужно. Пересиживать потом еще просадки. Вот допустим он здесь вот прикупил, да, он же не знает где купить, нету коррекции, постоянно идет рост. Он здесь прикупил и у него просадка 35%. Теперь ему нужно просидеть все вот это вот дело в просадке, и здесь только можно будет выйти в ноль. А он уже хочет продавать. Вот. И что они делают? Они делают сброс, и потом уже здесь могут продавать с зазором 50%. А если еще чуть потянут, то тут у него будет уже зазор 100%. Вот так они работают. Им нужен сброс, потом закупились, вытянули, продали. Все. Аналогичная ситуация и на крипторынке. Им не нужно покупать крипту на хаях. Само собой там есть еще качели на крипте. Ну вот и они, конечно же, рынок подготавливают для того, чтобы закупиться. Да, конечно же, такое ощущение, что у нас вроде бы как медвежка. Ну блин. Ну мы не видели той самой эйфории. Ну мы не видели ее. Ну был там рост. Ну Суи выросла. Ну там Solana выросла, пускай там. Ну Pepe выросла. Ну все остальное просто в дрищах. Это не рост был криптоактивов. Это просто был не рост. И тут коррекция, конечно же, неизбежна. Но факт в том, что у нас по DXY идет пробитие. Шикарнейшее просто здесь пробитие. Мои ожидания оправдываются. Осенью. Это для хейтеров я скажу. Я там, конечно, скидывал в шортсах видео. Вот здесь вот осенью. Когда DXY начал сюда вот расти, я сразу сказал, у нас грядет коррекция. Что у нас будет, я не знаю. Я просто этот момент пересижу. На данный момент я его пересиживаю. Да, конечно же, можно было там что-то продавать туда-сюда. Ну, я смотрю с точки зрения инвестиций. Моя задача была продать, когда некоторые индексы показывают конкретные результаты. Это DXY вот здесь вот. Вот здесь вот. Но DXY у нас с задержанием все это дело отыгрывает. Вот мы видим рост DXY, а коррекция началась только когда началась коррекция. Рост DXY начался с 27 сентября, а коррекция началась только с декабря. Спустя 3 месяца. Здесь аналогичная ситуация. Спустя 3 месяца мы увидим, по всей видимости, рост криптоактивов. Иначе быть не может. Нужно набраться терпения. Этот рынок только для терпеливых. Ты не должен быть хомяком обычным, потому как хомяк, он нетерпеливый. Вы, я думаю, что прекрасно видели, как бегает хомяк, он просто в него терпения нет. Он быстро вот так туда-сюда, туда-сюда. Вот это вот хомяки на этом рынке, они бегают. А если у тебя есть терпение, то ты на этом рынке заработаешь. В принципе. И моя задача была просто-напросто продать криптоактивы в показаниях некоторых индексов. Это у нас DXY. Доминация, она должна быть не на хаях, а хотя бы на коррекции. Потом же доминация эфириума относительно биткоина. Все эти показатели нам говорят о том, что у нас нету того самого альт-сезона, это раз, и перегретости рынка. Ну и все, и само собой, временной интервал нам подсказывает то, что у нас еще есть запас времени. Ну, не состоялся у нас альт-сезон весной, зато он, по всей видимости, будет, наверное, к концу 2025 года. Вот что. А весной они бы собирались бы запустить альт-сезон. Крупный игрок потянул рынок
в сторону альтсезона, но увидел то, что не было массовых покупок. И по всей видимости он понял, что у людей нет денег, тянуть пока мы не будем. Так что придется нам сидеть, опять ожидать, когда же потянут этот гребаный альтсезон. Итак, DXY у нас падает. Просто шикарно. Мы пробили здесь все, что можно и не можно. Просто шик. Осталось у нас еще только пробить вот эту вот зону июль 23 года. Вот, июль 23 года нам нужно его пробить. Как раз мы уйдем в нижнюю часть канала. В нижнюю часть канала. Я уже неоднократно вам показывал данный график. Его рассматривал еще буквально с 23 года. Рассматривал его. И вот у нас интересный момент был. Здесь у нас был имбаланс. Это у нас разворот рынка с медвежьего на бычий по биткоину. Мы пришли, проторговали этот имбаланс. У нас, в принципе, здесь все цели закрыты. Теперь нам нужно сходить вниз. Вниз это нижняя часть канала, конечно. Может быть такое, что мы сюда не дотянем до нижней части канала. Может быть такое, что дотянем. Никто этого не знает. Но у нас здесь есть такой вот огромнейший медвежий флаг. И флагшток, вот он, берет свое начало с верхней части канала, мы опускаемся сюда, вот по флагштоку мы можем прийти вот сюда, где я поставил вот этот вот смайлик. Сюда мы можем прийти, это был бы идеальный сценарий. Вот. Может быть такое, что мы даже упадем ниже канала, выпадем. В принципе, будем за этим пристально наблюдать. То, что у нас произошло движение, это очень хорошо. Это очень хорошо. Нам осталось только дождаться реакции рынков. И все. Здесь нужно набраться терпения. Какие у нас показатели? Доминация эфириума на днище. Мы открываем доминацию эфириума, смотрим. Доминация эфириума на днище. Будет разворот. Ну, если не будет разворота, значит скам. Доминация альткоинов на днище, доминация биткоина на своих хаях, DXY на днище, фондовый рынок откорректировался. Если мы посмотрим фонду, у нас здесь произошла коррекция. Если у нас не будет никакой медвежки, то фонда должна пойти вверх. Само собой, денежная масса М2 растет, М2 у нас растет, само собой. Золото у нас тоже растет. Биток зачастую догоняет золото. Сегодня золото поставило новый хай. Давайте мы посмотрим золото. У нас еще один важный показатель. Это то, что хэш-риббон, индикатор, дал сигнал на покупку 24 марта. А спустя какой-то определенный период времени, может быть такое от полмесяца до 2 месяцев, хэш-риббон начинает отрабатывать. И не было по P-Cycle Top сигнала то, что был достигнут пик бычьего рынка. Все показатели у нас просто шикарнейшие. Смотрите, золото что делает. Пошло на свой перехай. Пошло на перехай, и по всей видимости мы проторгуем все-таки тот фитиль. Золото мы рассматривали шорт по золоту. Он был осенью, вот здесь вот. Индикатор тоже на покупку. Вот, осталось еще чуть-чуть дойти до фитиля. Вернее, до вершины фитиля. Вот. Я думаю, что он будет снесен, потому как золото торгуется тоже у нас и на разных биржах. За неделю просто шик. Одно здесь мне не нравится, то, что когда золото растет, у нас может быть Третья мировая война. Но я в это, конечно же, не хочу верить. Черт его. Дай бог. Все у нас будет хорошо. Так, ну что у нас по золоту? Сигнал на покупку. И это говорит нам о том, что золото, по всей видимости, будет еще дальше расти. Вот у нас был тоже сигнал на покупку. Июль 23 года. Здесь тоже сигнал на покупку. Отработало все. Золотишко нужно держать очень крепко. Я думаю, что сбрасывать его не нужно. Золото нужно только накапливать. И золото нужно всю жизнь накапливать и передавать своим наследникам. Золото нельзя продавать. Нельзя. Это стратегически важный актив на черный день. Если вдруг там что-то, какой-то апокалипсис, у тебя есть золото. Ну, как минимум, если ты не можешь покупать физическое золото, хотя бы покупай лом в ломбарде. И все. Лом в ломбарде пошел, купил.
закинул себе где-то в сейф там, или куда там, или в нычку какую-то, и держишь себе, и все. Вот. Можно покупать электронное золото на бирже Binance. Вот Pax Gold у нас торгуется на бирже Binance. Ссылка на данную биржу есть в описании под видео. Также есть ссылка MEX, очень хорошая биржа. Можете регистрироваться. Будете моим рефералом, потом зайдете в закрытый клуб. Итак, в принципе, что? Золото пошло на перехай. Биток будет догонять тоже, по всей видимости, золото. Все у нас здесь просто шикарно. Dow Jones у нас скорректировался, есть здесь откупы, может быть такое, что еще продолжится у нас здесь падение, потому как быстро здесь откупы не происходят. Вот мы видим то, что у нас произошло падение, потом на протяжении, сколько здесь у нас, 6 апреля по, здесь у нас 10. Тут у нас было восстановление на протяжении 182 дня. Но это не говорит о том, что у нас в принципе будет дальнейший рост только через 182 дня. Может быть это у нас при том коронадам был. Может у нас здесь намного быстрее будут обстоятельства. Также давайте посмотрим биток. Давайте посмотрим биток, что у нас тут со звуком. Я думаю, что все нормально. Итак, по биткоину. Мы видим то, что у нас есть как раз тот самый сигнал на часе. Смотрите, на часе сигнал buy, покупай. Хэшрибан дал сигнал 24 марта на часе. После того, когда у нас есть сигнал, зачастую еще есть коррекция. Коррекция произошла на 15, ну пускай там 16%. Есть отскок. Двойное дно. Может быть такое, что здесь будут формировать разворот. Посмотрим, понаблюдаем. Может быть такое, что еще обновят дно. Вот. Если на 4-часовике, вот у нас сигнал на покупку. Также, если мы посмотрим на часе сигналы интересные. У нас был сигнал на покупку. Синий засветился, потом красный на продажу. Тут еще больше, нету никаких сигналов. Дальше есть у нас сигнал на продажу. Здесь был на покупку. Здесь тоже был на покупку. Тут, считай, на продажу. Это так, это на часе. Локально смотреть такие индикаторы, они зачастую показывают шум. Тут у нас тоже на покупку, тут на продажу. Тут на покупку, тут на продажу. Это чисто такой себе скальпинг был. Дальше, если мы посмотрим на дневке, что у нас на дневке творится. Что у нас творится на дневке? Здесь у нас был сигнал на покупку. Не было сигналов на продажу и не было сигнала опять же на покупку. Вот. На дневке слабо, говорит нам о том, что еще слабо верится в разворот. Дальше. Сигнал хэшрибан есть на покупку 24 марта. На недельке. На недельке тут у нас уже нету особо таких сигналов. Это у нас индикатор такой показывает чисто для скальпинга. Здесь вот у нас был на продажу. Он уже ложно давал. Видно, что здесь ложная стратегия была. И то он один-единственный сигнал за... Даже здесь два сигнала. Тут на покупку, тут на продажу. Все. Это в долгую он слабо показывает. Итак, тут у нас по хэшрибану был сигнал на покупку. Также у нас был здесь сигнал на покупку в 2024 году летом, как раз на выступлении Трампа. И мы увидели движение, давайте мы посмотрим, буквально с восстановлением, через 90 дней, через 3 месяца у нас было то самое истинное движение. Здесь у нас еще не прошло 90 дней. Если мы вот так вот посмотрим, у нас здесь прошло только 14 дней. Если 90 дней, то мы сможем увидеть движение в июне 2025 года. Примерно июнь 2025 года. Вот этот вот квадрат, который мы можем еще потоптаться. С начала лета может быть такое, что будет разворот рынка. Посмотрим, понаблюдаем. Может даже это и раньше произойдет. Но я думаю, что еще будет встряска, и Трамп еще поколбасит малехо этот рынок, для того, чтобы скинуть их. Мы вот видим буквально посты, в Телеграме даже есть посты, то что эти умные дяди говорят, что на вот этих вот встрясках рынка мы заработали миллиарды долларов. Вот. Для этого они, конечно же, и колбасят рынком. А нам нужно набраться терпения, но большинство есть сигналов то, что это не пик бычьего рынка, и у нас пик будет дальше. Им, по всей видимости, нужно как можно больше
покошмарить этот рынок, накопить своих активов, которые они хотят покупать. Ну, может быть такое, что какие-то там биткоины, эфириумы, альткоины. Не знаю, в этом мне, конечно, очень слабо верится, но все равно я думаю, что они все равно накапливают активы, потому как им нужно в дальнейшем, если они будут что-то продавать, то на хаях по-любому им нужно будет что-то продавать. Вот, в принципе, вот так вот. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями, ибо 48% моих зрителей смотрят канал без подписки. Все ссылки на бирже есть в описании под видео. Самые топовые. Регистрируйтесь, заводите свой капитал. Если у вас есть какие-то вопросы, можете в телегу писать. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.